Протокол официальных политических визитов подчас бывает едва ли не строже королевского, четко прописанный церемониал, выверенное расписание и детально организованный досуг супругов глав государств, пока сами политики заняты на переговорах. Для визита президентской четы США в Великобританию многие правила из соображений безопасности были переписаны, однако одна традиция осталась неизменной. За досуг первой леди США Мелании Трамп отвечает первый джентльмен Британии Филипп Мэй. И хотя сама Тереза накануне заявила, что ее супруг с нетерпением ждет возможности познакомиться с Меланией и даже по такому случаю купил новый костюм, очень сложно вообразить, в каких вопросах эти двое могут сойтись, чтобы найти хоть одну общую тему для разговора. Уж слишком разный бэкграунд у британского банкира и славянской модели. Например, образование Филипп Мэй родился в Норфолке, в семье торговца обувью и учительницы французского языка, а часть его детства прошла недалеко от Ливерпуля. Образование у мужчины весьма достойное, он изучал историю в Линкольн-колледж в Оксфорде, а во время учебы даже успел побывать президентом дискуссионного общества «Оксфордский союз». Рожденная в коммунистической Югославии в семье успешного автодилера, Мелания Кнаус в свое время изучала архитектуру и дизайн, но так и не закончила курс обучения, рано начав карьеру модели. Карьеру Мэй сделал карьеру в банковской сфере, в частности в качестве менеджера пенсионных фондов в корпорации Prudential Financial, Inc. С августа 2016 года Филипп работает менеджером по работе с клиентами в финансовой группе Capital International. Мелания начала карьеру с подписания контракта с модельным агентством Milan Model Agency. Успешно работала в качестве манекенщицы до свадьбы с Трампом, а в прошлом также позировала в эротической фотосессии для британского GQ. Любовь с первого взгляда. Филипп и Мелания познакомились со своими супругами на вечеринках, Мэй, во время студенческой дискотеки консервативной партии, а Кнаус, на модном мероприятии в нью-йоркском Kit-Kat Club. Он прекрасно выглядел и был невероятно привлекательным. Мы танцевали, но я не помню ту музыку, минус говорила позже Тереза Мэй. Трамп же уверял, что Мелания мгновенно вскружила ему голову, и он сразу же попросил ее номер телефона, несмотря на то, что сам находился на мероприятии со спутницей. Правда, как говорят, сама Мелания поначалу была не слишком впечатлена агрессивной манерой ухаживания миллиардера. Читайте также «Тихий омут Мелании Трамп. Что не так с первой леди США, и ее отношениями с президентом». Свадьба Чета Мэй сочеталась браком в 1980 году в церкви, где служил отец Терезы, в Уитли, графство Оксфордшир. Церемония была скромной, а сама невеста, как говорят, даже просила не затягивать торжество. Свадьба Трампов,
напротив, была одним из самых роскошных бракосочетаний 2005 года. Расходы на вечеринку составили около $1 миллиона, и до сих пор входит в десятку самых экстравагантных. Невеста блистала в платье Dior стоимостью в $100 тысяч. Среди 300 гостей были такие знаменитости, как Чета Клинтон, Элтон Джон и Арнольд Шварценеггер, а пели молодоженам Билли Джоэл и Тони Беннет. Семейной радости у Чета Мэй нет детей, и они предпочитают не обсуждать этот вопрос. В то же время мистер Мэй вполне доволен своим статусом супруга премьера. В любом браке должен быть компромисс. Я, например, решаю, когда следует вынести мусор. Минус, шутит мужчина. У Трампов растет 12-летний сын Бэрон, однако сами супруги не слишком близки. Так, у пары отдельные спальни в Белом доме, а недавно президент даже обмолвился, что не купил жене подарок на день рождения. Отдых на выходных супруги Мэй на уикенд обычно отправляются в свой дом в Соннинг, графство Беркшир. В Соннинге оба, уважаемые члены коммуны, и по воскресеньям мистер Мэй выступает в качестве одного из прислужников во время причащения в местной церкви. Пара живет в небольшом доме на 4-5 спален и делает покупки в местном Уайтросе. Трампы же часто отправляются на выходные во Флориду, в свой шикарный особняк Мар-а-Лаго площадью 20 акров и стоимостью примерно в $200 миллионов, на территории которого также располагается частный клуб. Помимо этого, президент и первая леди владеют роскошными апартаментами в Трумп-Тауэр в Нью-Йорке. Праздничные каникулы Мелания недавно призналась, что для нее идеальные каникулы – это отдых с семьей на тропическом острове. Впрочем, обычно президентская чета отдыхает в Мар-а-Лаго, где Трамп увлеченно играет в гольф. Супруги Мэй обожают отдыхать в Уэльсе, в национальных парках Сноудония или Брикон-Биконс. Премьер и первый джентльмен также не прочь выехать в августе в швейцарские Алпы для занятий хайкингом. Модные предпочтения мистер Мэй обожает темно-синие костюмы и практичную обувь, так что модные колумнисты нередко иронизируют по поводу его чрезмерной скромности. Меланию уже в прошлом нередко критиковали за овердрессинг, выбор чересчур дорогих моделей одежды и аксессуаров. Одним из самых нашумевших стильных провалов первой леди США стало появление в парке с надписью «Мне реально все равно». А вам? Во время поездки на встречу с детьми мигрантов, читайте также «Работа над ошибками», чем Мелания Трамп могла заменить скандальную парку. Супружеская поддержка Филипп состоит в консервативной партии, однако отказался от собственных политических амбиций ради поддержки карьеры супруги.
Миссис Трамп не слишком активно участвовала в предвыборной кампании мужа, а ее слезы в момент объявления победы Трампа на выборах в свое время стали темой довольно бурной дискуссии. Ей потребовалось 6 месяцев, чтобы оставить Нью-Йорк и присоединиться к мужу в Вашингтоне. Время от времени она делает политические заявления, вроде призыва пересмотреть иммиграционную реформу, однако они выглядят не слишком убедительными. Читайте также, как Мелания Трамп ломает институт первой леди, и почему это похвально. И, тем не менее, у мистера Мэя и миссис Трамп есть кое-что общее. Оба сдержаны, вежливы и несколько застенчивы, предпочитают быть на заднем плане. А в качестве темы беседы интересной для обоих колумнисты предлагают моду. Удивлены? Между тем, Тереза Мэй не скрывает, что доверяет вкусу мужа, который подбирает для нее одежду и аксессуары и, как особенно подчеркивает премьер, особенно хорош в выборе сумок. Фото: Getty Images.